Всем привет! 17 января в районе 2 часов ночи по московскому времени ребята с сайта XDA Developer слили в сеть билд еще не анонсированной новой версии операционной системы Android Q. Сейчас, утро 17 января, я внимательно изучил все материалы и теперь делюсь ими с вами. Что нового появится в Android Q, которую должны представить только в начале лета этого года? Давайте узнаем. Первое, наконец-то, темный режим на уровне системы. Настройки, лаунчер, настройки лаунчера, системные приложения и уведомления – все это получит темный режим. Большинство самых популярных приложений Google, такие как телефон, контакты, сообщения, новости, YouTube и другие, уже получили темный режим интерфейса. 6 января в сеть слили сообщения от 31 октября 2018 года от одного из разработчиков Chrome по поводу добавления темного режима в браузер, когда в системных настройках активирован темный режим на уровнях системы. Добавление полноценного темного режима в систему был вопросом времени, и теперь уже наверняка с полной уверенностью можно сказать, что темный режим точно появится в Android Q. Также была найдена опция, которая активирует ночной режим в сторонних приложениях, даже если те не поддерживают ночной режим по умолчанию. Я думаю, что это будет на добровольной основе, и все приложения не переведут в темный режим насильно. А вы сами сможете выбирать, какие приложения будут в темном режиме, а какие нет. Почему темный режим интерфейса так важен? Это очень хорошо для энергопотребления смартфона, если у него установлен OLED либо AMOLED дисплей. Когда на экране показывается черный цвет картинки или интерфейса, пиксели просто не потребляют энергию, потому что они выключаются, а цвета близкие к темному также потребляют заметно меньше энергии по сравнению с цветами близкими к белому. Это подтвердили сами Google на конференции для разработчиков осенью 2018 года, где показали статистику потребления смартфонов в светлом и темном режимах интерфейса в приложениях. Второе, также немаловажный аспект, переработали режим разрешений для приложений. Например, в Android Q можно будет поставить опцию, которая будет ограничивать использование местоположения только когда то или иное приложение находится в работе. Если вы из него вышли, то и доступ к вашему местоположению то или иное приложение потеряет. Это на самом деле очень актуально в наше время, особенно когда такие приложения как Instagram частенько проверяют нашу геолокацию, чтобы потом показывать более эффективную рекламу, а это к тому же влияет и на энергопотребление смартфона. Также появится информация о том, сколько то или иное приложение пользовалось вашим микрофоном, геолокацией или запрашивало доступ на историю звонков, если до этого, конечно, вы ему это разрешили. Это очень важно еще и с той точки зрения, что теперь приложения не будут злоупотреблять теми разрешениями, которые вы им даете, так как люди теперь будут все видеть. Если какое-то известное приложение во время его использования почему-то активирует микрофон 50 раз, это вызовет большой общественный резонанс и плохие последствия для разработчиков этого приложения. Дальше я не буду заострять слишком сильное внимание на следующих нововведениях, иначе это видео получится у нас слишком долгим. Я перечислю следующие нововведения, которые удалось найти в системе, однако не факт, что эти нововведения появятся в релизной версии операционной системы, даже не факт, что они в бета-версию-то попадут. Первое – режим перевода смартфона в компьютерный режим при подключении телефона по кабелю Type-C к монитору, то есть то, как это работает у Samsung DeX либо Huawei MIUI Desktop. Однако у этой функции сейчас есть только описание в настройках разработчиков, и запустить ее полноценно не удалось. Второе – многооконный режим многозадачности, когда приложение сворачивается в маленькое окошко и их может быть сразу несколько на одном экране, а не только два на весь экран, как сейчас. Третье – встроенная функция записи экрана смартфона. Тем не менее, у нее еще даже не доделан интерфейс. Четвертое – возможность выбора времени для высвечивающихся сообщений. Пока что не сильно понятно, связано ли это только с системными сообщениями или уведомлениями от всех приложений в принципе. На картинке не обращайте внимания, они здесь только для виду. Пятое – возможность выводить на экран Always On Display часть ваших обоев, которые установлены на главном экране. Шестое – новая настройка, которая отключает не только радиосвязь, как в режиме самолета, но и полностью все датчики, такие как акселерометр, гироскоп и другие. Седьмое – расширенная функциональность функции Smart Unlock. Теперь можно будет выбрать такой сценарий, что телефон не будет блокироваться автоматически, но разблокировать его без пароля уже не получится. Также, если телефон потерял связь с объектом доверия, то он сразу заблокируется. Восьмое – также появится фильтр по типу файлов в файловом менеджере для более быстрого поиска необходимых файлов. Если в папке находится много файлов, то чтобы быстро найти, например, только картинки или музыку, нажимаете на них сверху, все остальное просто скроется, останется только необходимое. Вот такие нововведения нас ждут уже в следующем юбилейном 10-м андроиде, название которого будет начинаться с буквы Q. Как видим, особо новых, по-настоящему революционных функций не добавилось, разве что ночной режим. Google просто расширяет функционал системы, дорабатывает уже существующие функции и элементы. Тем не менее, не факт,
что многое из того, что я перечислил в этом видео, вообще доберется до официального релиза, об этом не стоит забывать. Как только Google выпустит публичную бету, я ее обязательно установлю на свой Google Pixel 2 и уже с радостью и более наглядно покажу вам, как изменится и что появится нового в новой версии операционной системы Android. Поэтому подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, будет очень много чего интересного. Также можете посмотреть один из следующих роликов, которые появятся вот здесь. А у меня на этом все. Всем удачи, всем пока!